конечно. Нет, очень красиво выглядишь. Красотка. Генофонд поработал на славу. Хочу вам показать Сарьяна и его картины. Это мой один из любимейших художников после Матисса. Возможно, наравне с Матиссом. Безумно люблю его творчество. Хочется себя запечатлеть на фоне этих произведений искусства. Посмотрите, какие здесь цвета. Но перед тем, как зайти на выставку, мы зашли в ГУМ. Я взяла себе мороженое, которое мне безумно нравится. Оно здесь самое вкусное, с черничкой. Вот, здесь очень красиво, здесь его очень классно нарядили. Сейчас покажу. Вот такая вот история. Собственно, очень мило. Где дверь? Вот там? Да, вот там. Так, мы уже вышли с выставки. Катя, скажи, пожалуйста, свое ревью. Мне очень понравилась выставка. Прям безумно. Могу говорить в микрофон. Я плохо слышу с таким голосом. Короче, ребята, выставка очень интересная. Есть о чем подумать. Это не просто красивые картинки с Инстаграма, где, как-то там можно... Ну, это не просто мемы из разряда, когда мы кидаем друг другу рилсы, там типа это ты, это я, это мы из разряда. А мне кажется, что выставка... там просто посыл есть очень прикольный. Да. Так, если посмотреть, подумать, пообсуждать, это очень классно. Еще очень прикольно, что она бесплатная. И мы даже это с Полиной обсудили, что... Да, что у большинства людей есть возможность прикоснуться к прекрасному, а мне кажется, что это очень важно. Вот, и еще я уверена, мне кажется, нам кажется, что эта выставка будет популярной, потому что, во-первых, она бесплатная, во-вторых, она в центре, и мы снимем рилсы, а в-третьих, у них очень крутой посыл у выставки. Да. Вот. Четвертый пальчик пока не нашли. Смотри меня, пожалуйста. Сейчас, Катя, зашел разговор про романтизацию каких-то моментов, романтизацию жизни. Как вообще, что вы об этом думаете? Мне кажется, что в какие-то моменты это реально очень помогает, и это как-то дает... помогает любить жизнь, помогает жить в моменте, когда ты романтизируешь какие-то моменты. Естественно, мне кажется, должно быть какой-то гармонии, какие-то должны быть границы и не переходить какие-то вот такие рамки радикальности. Вот у меня, кстати, этих рамок нет. Я все романтизирую и драматизирую. Курить сигареты и пить вино — это все сказочные выходные. Нет, это просто образ жизни, это не романтизация. Образ жизни молодой москвички. Москвичи так и живут. От пятницы до пятницы. Мы вышли туда же, откуда ушли. Ну, будем кругами тут ходить. Очень красивая локация, но пока что... Ну, просто мы сейчас идем по улице, и не знаю, что это за улица. Это Ильинка. Ильинка. И из какого-то ресторана играла музыка. И здесь очень красивая архитектура, которая похожа на европейскую. И мы думаем, мы сейчас идем, как будто бы мы в фильме.
И вот начинаешь как-то романтизировать этот момент, когда там какие-то красивые кадры, переходы, там монтаж, склейка, т.д. и т.п. Музыка играет такая романтическая. Всяк, привет. Чтобы не поссорились, мы в релсе. Вот, и мне кажется, это способствует тому, чтобы лучше запомнить момент, как-то прожить его на все 100, и вообще как-то какие-то брать такие моментики, не знаю, тоже свидание. Да, в копилочку воспоминаний, там тоже свидание. Или просто ты сидишь ночью, делаешь уроки, вот не уроки, там типа учишься, например, такой, блин, я тот самый студент, который там учится ночью. Этот момент запомнить, мне кажется, очень круто. Я надеюсь, вообще кто-то понял, что я имела в виду. Потому что у меня пока голова, если честно, не очень хорошо работает. Я не пришла в себя, да. Ситуация сюр. Катя, которая знает Москву как свои 5 пальцев, особенно центр, говорит, Полина, пошли прямо. Вот мы стояли, собственно, вот на этой какой-то площади, где вот такой красивый фонтан. Говорит, пошли вот туда. Мы идем, обходим, говорит, теперь нам все вот туда. Мы идем в сторону Петровских линий. И что? Мы пришли в то же самое место. Я лучше ориентируюсь, когда я пьяная. Вот я знаю, у меня есть маршрут от одного бара до клуба. Там просто я вот вообще Закрой память вот так вот. Да. Ленинградская конфетка И московская шоколадка. Так, собственно, мы проснулись, улыбнулись, красиво накрасились, сделали укладочку. И вот пришли в Государственный музей, завязались в Государственный музей имени Пушкина на основную экспозицию. Будем вдохновляться искусством, искать какие-то скрытые смыслы в произведениях искусства, которые там стоят, и фотографироваться, потому что здесь очень красивая локация. Если получится фотографии, то я обязательно вставлю, какие у нас вообще вышли. Вот эти бокалы тоже просто великолепные. Это, я так понимаю, какая-то конфетница, не конфетница. Балькальчик для, наверное, шампанского, просто нереальный. Это мы врываемся в рубрику Полины Киселевой и посуда, потому что у меня в красивой посуде отдельное место в сердечке отложено. Невозможно. Хочется себе забрать. Хочется все вынести. Хочется вынести все к чертям. Очень Вот эта стопочка. Да, но она безумно красивая. Я бы из нее даже, я, конечно, не люблю водку и крепкие напитки. Я бы, была бы у меня такая стопка, я бы из нее даже выпила. А вот там вот... Такая вот ситуация, грузинская кухня. Что-то у нас так не фотогенично, мы уже все съели. Ну ладно, это же жизнь. Life is Нас life. послед голодной смерти. Очень добрый официант, потому что я последний раз завтракала, наверное, часов. А я ужинала 10 в последний утра. раз. Во сколько мы вчера ели? 8, 9. Вот где-то тогда я ела, а потом пила кофе. Все. И я, получается, не ела 7 с лишним часов. 7 часов. Коллег просто потрясающе. Мяса много. Такой очень приятный бульончик. Кефтами. В качестве комплимента принесли настойку на гранате. Что, за нас, за нашу поездку. Я уже завтра уезжаю вечером. Краснощёкие сидим с красными губами, как Две матрешки упакованные уже с красными щеками от красного вина и с красными губами. И залайченные еще вдвоем. Как с конвейера сняли нас. Да.
Короче, советуем это место, я напишу, как оно называется. Вот, приходите сюда, здесь очень хороший сервис, интерьер, очень приятный ковер такой в моем стиле. Вот, и, собственно, вкусная еда, конечно же, официант хороший. Мы сейчас идем по Малой Ордынке. Господи, на какую красивую дверь я набрела. Здесь очень много зданий в стиле модерна. Боже, какая дверь просто. Посмотрите вот на эту. Я даже не знаю, как это назвать. Не резьба, вряд ли резьба по металлу есть. Хотя, возможно, я могу ошибаться. Но это очень красиво. То есть тут вот такие вот вещи есть. Фокусируемся. Очень красиво. Приятная улица. Вот где Катерина. А она уже ушла туда. Кстати, вот еще одно здание, вот там стоит вот это серо-белое. Оно тоже, мне кажется, в стиле модерн. Вот такой вот добрый день. Всем привет из московского МЦК. Мы едем на Ходынку, называем Ходынское поле. Я сама до этого не знала, куда я еду. Доверилась полностью своей дорогой сестрелочке. С нами вот такой вот маленький дружочек. Вот, мы вчера пораньше пришли домой, посмотрели фильмик и легли спать. Сегодня встали тоже достаточно поздновато. Вот, но сегодня очень солнечный, прекрасный день в Москве. Я вот в кожаной куртке, реально очень тепло, очень приятно ходить, ветра нет. Сейчас дошли в торговый центр Авиапарк, чтобы купить себе пинс, напиточек из пинса. Я еще ни разу не пробовала, а я очень люблю бабл чай. И здесь, на самом деле, в Авиапарк какой-то вайб вот этих вот ребят, которые обычно в каких-то шортах или рилсах, в тиктоках подходят к людям в торговом центре и задают какие-нибудь такие вот самые странные вопросы, типа... кто участвовал в войне 18-го года, 12-го года? Наполеон или Бонапарт? Катя, как ты думаешь, кто? Точно не Бонапарт. 100% Наполеон, Бонапарт, да, где-то в другом месте. Определенно точно. Такой вот пимс. Фокусируемся. Вот такая вот радость. Топиочная. Такая вот тут милая парочка. Фотосессия небольшая. А еще я впервые за поездку нашла вкусно пахнущую черемуху, потому что, кстати, на районе ее не было. Вот. Дубль 2. Вот, очень вкусно пахнет. Я обожаю этот запах. Там цветущая черемуха, яблоко, вишня, сакура. Это просто потрясающе. Полина любит все нюхать. Да. Зависимость. Вот. Так вот, если кто-то знает очень вкусные духи или парфюмированную воду с запахом цветочков черемухи, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Я буду безумно признательна, потому что запах просто потрясающий. Я себя чувствую, как... Я сейчас чувствую, знаешь, с каким щелкунчиком из этого мема, который... Так, небольшая вставка. Я думаю, многие, пока смотрели это видео, заметили небольшое изменение на моем лице. Также я говорила о нем в моем предыдущем влоге. Собственно, да, мне поставили брекеты второй раз. Почему второй? Первый я носила, наверное, их с 8 по 10 класс, и когда мне сняли брекеты, я была уверена, что я больше никогда в жизни их не надену. Потому что, не скажу, что я их стеснялась, но мне определенно не нравилось ношение брекетов, сам этот процесс. Так вот, собственно, что произошло? 3 месяца назад я заметила, что у меня неправильное положение челюсти. Из-за чего это произошло? Как мне объяснила врач, из-за зубов мудрости у меня съехала нижняя челюсть. Собственно, она встала не в правильное положение, и верхняя челюсть перестала перекрывать нижнюю. Так вот, она перестала ее перекрывать, и верхние зубы начали стачивать нижние. Собственно, это не очень хорошо, когда стачиваются зубы, далее это ведет к полному разрушению зуба. И было принято, собственно, решение врачом ставить мне брекеты. Я до последнего надеялась, что я делаюсь там ночной капой, но не тут-то было. Мне нужно носить брекеты, носить я их буду, наверное, до
сентября 2024 года. Вот, а перед этим, кстати, перед постановкой брекетов мне еще сказали удалить верхний зуб мудрости. Собственно, нижний потом нужно будет удалять после снятия брекетов. Сам процесс удаления зубов мудрости, он вообще безболезненный, то есть как бы вам делают заморозку, и вы абсолютно ничего не чувствуете. Спасибо огромному врачу, который все просто провел на высшем уровне. Так вот, на следующий день у меня уже так немножечко подопухло лицо, и у меня были наложены швы на зубы, соответственно, я не могла ничего есть. На протяжении, наверное, недели я питалась через трубочку, я могла только пить, то есть я делала себе какие-то смузи, фреши, я пила супы, то есть вот такой вот у меня был рацион. И самое еще смешное, что я не могла нормально открыть рот. То есть у меня открывался максимум, вот, наверное, не больше, чем на сантиметр. Соответственно, я не могла просто физически съесть еду. И потом на второй, на третий день у меня настолько раздуло лицо, что я стала похожа просто на какого-то хомяка. У меня был вот такой вот будильник, да, вот особенно на третий день, потому что как бы там идет такая вот максимальная стадия пухания, и после этого вот это все идет на спад. После этого у меня еще из-за того, что меня все это раздуло, опухло, у меня появились синяки на лице, и я просто, у меня, знаете, даже на третий день у меня немного вот так вот заплыли глаза. Я не хочу показывать эти фотографии, дабы не шокировать моих дорогих зрителей, вас не пугать, не ввергать вас в шок. Я очень надеюсь, что я примерно подробно все вам описала, как это все происходило, зачем я их буду носить, эти брекеты, как, что, где, когда. Но если у вас возникнут вопросы, обязательно задавайте, я на все отвечу в комментариях. Потому что я сейчас собираюсь на день рождения к моей подруге, которую тоже зовут Полина. Да, у меня очень много друзей с таким же именем, как у меня. Вот, во время того, как я собираюсь, скрашусь, я смотрю очень интересное видео, которое посвящено ночной московской клубной жизни 2000-х годов. Вот, очень интересно. Также одновременно с этим попиваю кофеек на козьем молоке. Оно намного полезнее, чем коровье. Вот, тем более, что коровье нельзя, поэтому это очень классный заменитель. Ну, вместе с остальными там альтернативными какими-то молочными продукциями. Также, если вам было бы интересно узнать, чем я делаю свой повседневный макияж, какими средствами я пользуюсь, то пишите об этом, и я вам обязательно расскажу. Еще, знаете, такая ситуация смешная произошла. У всех наверняка было такое, когда ты в голове придумал какой-то образ, но при этом как бы, на практике его не составил в жизни. И в итоге у тебя в голове просто там выглядишь как бомба, секси, вообще пушка. А вот сейчас потом ты его примеряешь, оказывается, что ты выглядишь как баба на чайнике. Вот ситуация такая сейчас произошла со мной. Потому что у меня в голове был просто опупенный образ в стиле 2000-х. Я его сейчас примерила и поняла, что выгляжу просто отвратительно. И что мне надеть, я не понимаю. До выхода у меня осталось 30 минут. Я очень надеюсь, что я сейчас придумаю, что же мне надеть. Там 2 салика и 1 не залика. Да, Я беру то, что не салика. не обзор, просто я утром записала влог, потому что я собираюсь на день рождения, чтобы вот так закончить. Я хотела, если вы не против, вас немножко подснять. Это Полина. Полина и Ванини. Красотка. Это Алиска, еще одна. Это наша девчонка. Это мы девчонки. Вот у нас тут миско, шампанское. А другая уже по телефону говорит. Я, собственно, вот такой вот образ сделала. Именинница этого вечера. Тоже Полина. Мы все дружим мы все дружим из одинаковых имен. Если вы не поняли. У меня утренний кофе.
нас включение из моей комнаты, которая у меня на даче находится. Вот, сегодня, знаете, такой был много трудовой день. Мы утром приехали на дачу, и, кстати, сегодня утром у меня есть любимая традиция, когда мы ездим на дачу. Обычно я езжу очень редко, к сожалению. Всегда, когда мы уезжаем утром, мы по дороге заезжаем на заправку и покупаем френч-дог. Это моя самая любимая традиция, которая, наверное, сформировалась с моих 12 лет. И вот, мне кажется, утро будет идеальным при поездке на дачу, если оно не начнется или хотя бы не продолжится с френч-дога. Обязательно, чтобы он был только с кетчупом и с огурчиками, потому что я не люблю добавлять какие-то остальные топпинги. Вот. Собственно, я приехала, меня отправили сразу же на полевые работы. Очень такое люблю. Знаете, когда приезжаешь на дачу, думаешь, что будешь все релакс, отдыхать, а в итоге тебя запрягают во все, что только нельзя запрячь. Собственно, я сходила, погуляла. У нас здесь очень много мест, где можно пройтись, где можно... Самое главное, где можно побыть наедине с самим собой. Вот я гуляла, и никого не было вокруг меня, просто тишина, как поют птицы, так дует такой теплый ветерок, сегодня прекрасная теплая погода. Потом я подошла к речке, журчала речкой, и ничего, кроме этих звуков, абсолютно не было. И в такие моменты ты просто расслабляешься, ты дышишь этим наисвежайшим воздухом. И это то, что лично меня заряжает просто невероятной энергией. То, после чего я хочу творить, после чего я хочу больше работать, больше там общаться с друзьями и как-то больше развиваться и добиваться каких-то целей. Была одна мысль, которая ко мне пришла, наверное, год назад. Я тогда тоже пошла гулять по окрестностям моей дачи. Я оставила, как обычно, телефон дома, потому что, мне он не нужен, я от него отдыхаю здесь. Вот. И, собственно, я вот лежала на травке, на поле. Тоже никого кругом не было, просто я, пение птиц и теплый ветерок, свежий воздух. И вот я лежала, смотрела на небо, в какой-то момент даже закрывала глаза. У меня, естественно, в голову приходила просто 1001 мысля. И я вот набрела на такую мысль, что какое же это счастье, когда ты ощущаешь вот какой-то такой покой и умиротворение. Наверное, из всех таких возвышенных чувств, лично я в своей жизни лучше не ощущала. Потому что когда тебя ничего не беспокоит, когда ты просто лежишь и наслаждаешься моментом, в данном случае ты наслаждаешься прекрасной погодой и своим прекрасным состоянием, это настолько круто, это настолько, я не знаю, ты ощущаешь жизнь на все 100, на все 200%. А еще, кстати, я сейчас читаю, вот сидела на улице, читала «Дело итальянские», потом почитала книгу Тарковского «Лекции по кинорежиссуре». Вот, купила я ее на студии Ленфильм, я не помню, как называется книжный магазин, который там находится. Насколько мне известно, эта книга была написана по лекциям, которые читал Тарковский, члены Тарковского о кинематографе. Очень интересно, мне, особенно как человеку, который увлекается кино, я это очень люблю, и я бы на самом деле хотела связать дальше свою жизнь каким-то образом с кинематографом. И я уверена, что у меня это получится. Вот, поэтому советую. Она вообще совсем небольшая, то есть сколько у нее здесь? Наверное, вот 115 страничек всего. Но эти 115 страничек, я, наверное, сейчас не на середине, конечно, но в начале, но уже прочитанные мной 20 страниц, они столько дают такую интересную пищу для размышлений дают, что, да, ставим 100 из 100. Очень долгое время моим любимым временем года было лето. То есть там июнь, июль, август. Потом я поняла, что я еще очень люблю начало сентября, когда тоже тепло так и уже какое-то осеннее настроение такое появляется. Вот. Но сегодня я окончательно поняла, что кроме всего вот того, что я перечислила до этого, я просто обожаю май.
Вот все его не любят, ну, не то, что все, но большинство моих знакомых говорят, что они не очень любят май, потому что экзамены, там у кого-то ЕГЭ, у кого-то сессия, какие-то вот нужно отчеты сдавать, не отчеты. И как бы эти месяцы пренебрегают. А я понимаю, что это офигенное время, потому что все начинает цвести, везде очень вкусно пахнет, тоже тепло. Сейчас вот, как видите, я сижу в летнем платье. Вот. Все зеленеет, погода прекрасная, жизнь прекрасная. И на самом деле наличие экзаменов вообще никак совершенно не портит лично для меня этот месяц. Поэтому, наверное, я его люблю даже больше, чем лето, потому что именно в мае ты осознаешь прекрасно, что у тебя впереди еще 3 месяца просто прекраснейшего времени. В августе такого уже нет. В августе уже, знаете, где-то под конец идет немножко уныние, потому что такой, осень, все. Начинаются холода, потом ноябрь, февраль, и как бы там уже можно даже не жить. Короче, еще обычно я замечаю за собой такую тенденцию, что под конец весны я перестаю носить макияж. То есть я обычно обхожусь без него, даже несмотря на то, что у меня там на коже есть какие-то высыпания. Мне очень нравится вот именно весной, летом, даже когда не жаркие дни, когда просто некомфортно ходить без косметики, даже вот в холодные. Я люблю вот именно как-то на полном лайте, чисто кремушек, тоник и солнцезащитный крем SPF. И пошла гулять. Смотрю на тебя и теряюсь. Прекрасная